В Берлине говорят о непростой ситуации для Европы. Лукашенко и Хренин ищут новых летчиков, а Мария Захарова пишет тексты для шансона. Через месяц после премьеры ее песни на сцене Крокуса в концертном зале произошел теракт. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Лавров не хочет ни с кем говорить о безопасности в мире и вместо Медведева заявил об угрозе начала ядерной войны. Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. Российские вертолеты над Львовом и оккупанты в квартирах львовян. Украинский ТЦК снял видеоролик о захвате запада Украины армией Кремля и провел параллели с 1939 годом. Шок Зеленского. Президент Украины разъярен действиями союзников и говорит о закулисной игре политиков. Союзники допомогли. В незалежності від країн, в незалежності від того, що Ізраїль не є країною НАТО. Доброе утро, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и рассказываем. Лавров решил сделать срочное заявление и принял эстафету от Медведева, заявив, что мир находится на пороге ядерной войны. Конечно же, по словам Лаврова, эти угрозы создает не Москва, а Вашингтон. В российском МИДе опять говорят, что во всем виновата Америка, в частности, в оказании помощи Украине. Прозвучали слова и о так называемой экспансии США на восток. Также Лавров заявил, что Москва обеспокоена сотрудничеством Австралии, Великобритании и США в рамках трехстороннего пакта безопасности под названием «Аукус». В РФ заявили, что они не остановятся ни перед чем и говорить с США о контроле вооружений, а также о вопросах стратегической стабильности не собираются. Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов. Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности. В Германии тем временем заявили, что Европа оказалась в жестокой ситуации и сейчас Кремль планирует нанести удар по европейскому мирному порядку. Пока же Путин сосредоточен на уничтожении Украины, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Путин взял в заложники всю свою страну и использует экономическую мощь только для этой войны против Украины. Мы тоже оказались в ситуации, когда думали и верили, что сможем жить вместе в мире на нашем континенте. Теперь же нам нужно увеличить военные производства, потому что мы обеспечивали поставки из наших собственных запасов, которые в значительной степени исчерпаны. Последние несколько месяцев мы буквально ломали себе голову из-за жестокой ситуации, в которой никто в Европе не хотел оказаться. Мы все хотели жить в мире. Зеленский признался, что он был в шоке от того, как Запад отреагировал на обстрел Ираном Израиля. Украинского президента удивила невероятная реакция и помощь в отражении ракетно-дронового обстрела. Союзники допомогли. В незалежності від країн, в незалежності від того, що Ізраїль не є країною НАТО, в незалежності від того, що я не бачив дуже серйозний, потужний документ між Францією і Ізраїлем, як, наприклад, між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Або союзницький документ країн НАТО з Ізраїлем такий потужний. Тобто ми просто побачили, як армії, пілоти і зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам. Зеленский также считает, что Запад просто боится Путина. Кроме того, предполагает, что может вестись элементарная закулисная игра. Львовский ТЦК опубликовал видео с российским вертолетом, который пролетает над Львовской ратушей, а оккупанты при этом расквартированы в городе. Видео должно мотивировать украинцев пойти защищать страну. По сценарию, российский военный начинает свой день в квартире, которая раньше принадлежала львовянам. Теперь же в ней прекрасно чувствует себя оккупант, который в конце ролика надевает форму и выглядывает в окно, где и видит пролетающий российский вертолет.
Ролик заканчивается вопросом: это никогда не случится? Во Львовском территориальном центре комплектования заявили, что пересказывать смысл не собираются, а каждый должен сделать собственные выводы. Город будет продолжать выпускать и другие информационные продукты на тему призыва. В частности, будет призывать посещать новосозданный центр рекрутинга украинской армии во Львове. Это пилотный проект Министерства обороны и Львовской мэрии. Уже этим летом Украина получит от Дании самолеты F-16. Речь идет о всем парке этих самолетов, которые Копенгаген выводит из эксплуатации, так как Дания получает сейчас истребители F-35. Об этом в эфире украинского телевидения сообщил посол Дании в Украине Оле Экбер Микельсен. Правда, он не уточнил, о каком количестве и каком месяце идет речь. В воздушных силах Украины при этом рассказали о подготовке украинских пилотов и специальной инфраструктуры. Мы заполняем все слоты, которые нам предоставляют наши союзники, в том числе подготавливаем и инженеров, и инфраструктуру внутри страны, потому как мы понимаем, что для этого нужно много времени и колоссальный ресурс для того, чтобы полностью подготовить инфраструктуру, но в том числе мы готовы к тому, чтобы F-16 уже вздымались в небо с нашей территории, выполняли задачи по отбитию воздушного нападения противника в воздушном пространстве Украины. Лукашенко вместе с Хрениным ищут новых пилотов для Беларуси. Военное ведомство непризнанного президента решило заняться агитацией. Тем, кто желает стать такими же, как люди, которые были сняты в ролике, предлагают заключить контракт, как минимум на 24 месяца. Больше никаких подробностей у Хренина не публикует. Там, кроме всего, лишь уточняют, что армия Лукашенко в очередной раз проводит командно-штабные учения на территории республики. Напомню, что в украинской разведке в понедельник сообщали, что сейчас не видят абсолютно никаких угроз для повторного нападения на Киев. Немецкие компании, которые помогали Кремлю в строительных работах в Мариуполе, уходят из России. Речь идет, в частности, о компании «Кнауф». Буквально в начале апреля, благодаря расследованию немецких журналистов, стало известно, что Кнауф и ВКБ Systems поставляли строительные материалы по заказу Минобороны России для проекта в Мариуполе. Ни одна из этих компаний не находилась под санкциями, хотя, например, немецкие расследователи писали, что ВКБ Systems имела бизнес-связи с российским бизнесменом Виктором Будариным. Вероятно, что благодаря огласке и журналистскому расследованию как минимум одна компания решила прекратить сотрудничество с оккупантами. В заявлении компании Кнауф отмечается, что она решила в связи с текущими событиями передать местному менеджменту весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажу, чтобы сохранить рабочие места более чем 4000 сотрудников. И напоследок новость из мира российского шоу-бизнеса, который, как оказалось, держится еще и на руках, плечах, стихах Марии Захаровой. Она пишет речи не только себе и Лаврову, а и для русского слушателя шансона. Именно шансоном года была признана песня «Сила моя со мной», текст для которой сочинила пресс-атташе российского МИДа. А исполнила эту песню Любовь Успенская, за что получила статуэтку «Золотой гриф». В своем тексте Захарова писала, что жизнь ломала ее не раз, предавала, пятаками закрывала ей веки. Кроме того, официальный представитель МИДа в стихах рассказывала, что за желание жить в полный рост ее путь был непрост, и она билась в кровавом бою. Интересно, что премьера этой песни состоялась во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину на сцене всем уже известного Крокус Сити Холла. Через месяц в этом концертном зале произошел теракт.
На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором нашего канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.